Привет! Меня зовут Лизи. Я живу в маленьком городке. Тут все друг друга знают. На моей улице живут хорошие люди. Все помогают друг другу и почти никогда не ругаются. Я расскажу вам немного о них. Тина – любительница покушать. Она всегда что-нибудь жует, а потом всем жалуется, что опять набрала вес. А это Марк. Спортсмен-показушник. Вечно выпендривается. Ну подумаешь, умеет он делать парочку трюков. Ну и что? Сплетницы нашего района. Бабушка Рози и Смози. Они знают обо всем, что тут происходит. Все их опасаются и даже чуток боятся. А вот влюбленная парочка нашей улицы. Вечно они сосутся. Сара помешана на чистоте. Порой мне кажется, что вся ее жизнь – это одна уборка. А это моя семья. У моей мамы совсем для меня нет времени. Она занята малышами, которых нам подкинули. И есть у нашего города небольшая проблемка. Никто не знает почему, но в городе рождается слишком много младенцев. Они все время плачут и создают так много шума. Это очень раздражает, я даже не могу выспаться. Я бы так хотела быть единственным ребенком в семье. Вот только жаль, что это невозможно. Во многих семьях по 5-6 детей, а иногда даже по 15. Поэтому многие родители стали отказываться от младенцев и оставлять их государству. Мэру нашего города это не понравилось, и он принял закон. Если вам не нужен ребенок, то вы можете оставить его на крыльце любого дома. Если вас не поймают, то жильцы дома будут обязаны его взять и вырастить. Это закон для всех. После этого нехорошие мамы и папы стали подбрасывать детей своим бывшим парням, соседям или просто тем, кто им не нравится. Казалось, что в нашем городе все сошли с ума. Молодые мамы боялись, что не смогут хорошо воспитать своих детей и дать им самое лучшее. Поэтому они пытались подкинуть своих детей в богатые дома. Но это сделать очень трудно. Там такие злые дяди-охранники. Похоже, что они не спят совсем. Никакие просьбы и грустные истории на них не действуют. Многие жители стали сами караулить мам с детьми. Они сидели на своем крыльце и ждали. Но когда ты делаешь это несколько ночей подряд, то очень хочется спать. Заснул на 5 минут, и вот у тебя уже новый член семьи, о котором нужно заботиться, пока ему не стукнет 18 лет. Закон обязаны соблюдать все. Жительницы других улиц часто пытались подкинуть своих детей нашей бабушке Розе. Лучше бы они этого не делали. Эй, милочка, ты забыла кое-что? Я застукала тебя на месте. По закону ты имеешь право подкинуть ребенка, но только если тебя не поймают. Так что забирай его и топай отсюда, пока я не позвала полицейских. В моем доме не будет чужих детей. Старушка Рози всегда на страже. Ах, чуть не проворонила. Труднее всего было бедным семьям, которые работали целыми днями, а ночью были очень уставшими, чтобы ждать на крыльце нехороших родителей. Вот обычно таким семьям всегда и подкидывали младенцев. Мам! Пап! Нам опять подбросили ребенка! Но однажды, ранним утром, мы услышали детский плач. Сначала подумали, что это наш малыш, но он спал, и мы поняли, что звук доносился с улицы. Нам подкинули еще одного ребенка. Не хочу больше никаких детей. Нам они не нужны. Мы не обязаны растить всех ненужных детей. Мама начала плакать. Папа был очень расстроен. Ну а я была просто в бешенстве. У меня уже есть 2 неродных брата, с которыми мне приходится всем делиться. Все на нашей улице еще спали. Это была отличная возможность. И я предложила маме и папе хорошую идею. Пока никто не увидел, давайте подкинем ребенка соседям. У них всего 2 детей, и они уже школьники. Пусть они растят этого малыша.
И к тому же их собака недавно насрала на нашем дворе. Пусть теперь они помучаются. И получат по заслугам. Моя идея понравилась родителям. Папа отнес ребенка на крыльцо соседей. Мы были так счастливы. Ведь когда ты избавляешься от проблемы, чувствуешь такой подъем и радость, когда плохо другим. 2 дня мы жили и радовались жизни. Но потом ранним утром все изменилось. Мы услышали детский плач. И знаете что? Это был тот же ребенок. Ну вы представляете? Наши соседи считают нас дураками. Не нужно нам это счастье. Мы что, крайние? Мы стали думать, что же делать? Мама сказала, что она и так сильно устает, и еще один ребенок нам не нужен. И папа отнес ребенка другим соседям, раз прошлые оказались такими плохими. Вот как они могли так поступить? Закон-то для всех, что за люди? Через пару дней все узнали, что малыш умер. Оказывается, все подбрасывали его своим соседям. Никто не хотел взять его к себе. При жизни этот бедный младенец никому не был нужен. Но на похороны пришли жители всех окрестных домов. Люди плакали так, будто умер их собственный ребенок. И тут я поняла, что больше всех плачут те, кто утром подбрасывал его на чужое крыльцо. Они плакали, потому что, подобно моим родителям, чувствовали себя виновными в его смерти. Все приносили ему цветы, игрушки, сладости, но уже было слишком поздно. Как же получилось так, что никто не захотел подарить малышу свою любовь и заботу? Каждый думал, что это сделает кто-то другой. Но такого человека не нашлось. Все мы плохо поступили. Если ты можешь помочь или сделать что-то хорошее, то сделай. Не надейся, что это сделает кто-то другой. Нельзя отказываться от детей, оставленных на крыльце твоего дома. Нужно быть добрее и помогать людям, ведь только от нас зависит, каким будет окружающий нас мир. Давайте сделаем его лучше и добрее.